Растет количество пострадавших от российских дронов и ракет. С прошлого года, не прекращая, российские войска обстреливают Украину. Ким угрожает стереть Южную Корею с лица земли. Цунами и горящий самолет в Японии. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Обстрелы Украины и зачем Москва бомбит Воронеж. Над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Пострадавших нет. Польские и американские истребители подняты в воздух для защиты границы. В Японии приземлился горящий пассажирский самолет, на его борту 400 человек. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять свои мысли в виде комментариев под этим и другими нашими видео. Не забывайте подписываться на канал. Поехали. Террористы остаются террористами вне зависимости от праздников. Масштабнейшие налеты российских дронов и ракет на мирные украинские города продолжаются. Во время утренней атаки по украинской столице силы ПВО сбили около 60 ракет Х-101, Х-555 и десяток кинжалов. Воздушная тревога длилась 6 часов. Сначала летели шахеды, потом ракеты. Особенно страшные последствия в Соломенском районе. Там зафиксировано возгорание многоэтажных жилых домов. Огонь заблокировал людей на этажах. Бойцы ГСЧС проводили деблокировку и эвакуацию людей. Действительно, ликвидация последствий продолжается в Соломенском районе столицы, там, где ракета попала в многоэтажный дом, уже говорят о погибших. На момент записи видео их двое. Ужасные кадры уже появляются в сети, но даже видео от президента Украины мы не можем показать тут. Все видео есть на нашем телеграм-канале. Президент говорит о 92 раненых и 4 погибших. С 31 декабря российские изверги применили уже около 170 шахедов и десятки ракет разных типов, говорит президент. Абсолютное большинство из них было направлено по гражданським об'єктам. 2 січня 2024 року знову удар російських нелюдей, майже 100 ракет різних типів, щонайменше 70 ракет збито, із них майже 60 в районі Києва. Жорсткі удари були і по Харкову. Зараз триває ліквідація наслідків, на жаль, є загиблі. Мої співчуття усім рідним та близьким. В одном из киевских автосалонов сгорело около 30 автомобилей. Последствия взрывов показывает мэр украинской столицы, после того, как атака прекратилась и пожар был ликвидирован. Ще одна звіряча атака на наше місто, Солом'янський район, пошкоджувало великий кратер, знаходиться за мною. 10 метрів від дому впала уламок ракети, а будинок пошкоджений. Зараз всі мешканці евакуовані. Одна жінка по дорозі похилого віку, по дорозі в шпиталь, на жаль, від травм померла. Всім надається зараз медична допомога, і ми зараз будемо робити обстеження цього будинку, і після цього буде більше інформації відносно наступных дней. Складывается впечатление, что оккупанты намеренно стреляют по жилым домам. Иногда это не только впечатление. Враг продолжает атаковать с использованием стратегической авиации. Это те самые ракеты, которые они долгое время накапливали и сейчас пытаются компенсировать неудачи на фронте вот этими ударами и террористическими актами по всей стране. Этим действительно продолжаются атаки с использованием ракет, в том числе по жилым кварталам. Жилым и промышленным кварталам это приоритет врага уже на протяжении нескольких дней. Мы фиксируем, что одновременно происходит давление на экономику и на морально-психологическое состояние. Но российская Минобороны на брифинге сообщила, что работали исключительно по военным объектам и складам. ВС РФ нанесла удары по объектам ВПК Украины, производству беспилотников и ракет в Киеве. Цели поражены.
Но российские обстрелы не ограничиваются территорией Украины. Оккупанты, не знающие географии, на всякий случай бомбят Воронежскую область. Бомбят свои города и деревни тоже. И это как раз тот случай, когда скрыть не получится точно. И именно тот редкий случай, когда российская Минобороны признала, что само себя обстреляло. Ну а точнее, что произошел нештатный сход боеприпаса на поселок Петропавловка в Воронежской области. 2 января 2024 года около 9:00 по московскому времени при выполнении полета самолета воздушно-космических сил над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Пострадавших нет. Никто не пострадал, но половины улицы нет. Губернатор пишет у себя в Телеграм о том, что жителей перевозят в пункты временного размещения, пострадавших нет и все цивилизовано. Вот у нас Петропавловка, нет вообще улицы, ни. Все тут сгорело, разнесло. Воздушные силы Польши из-за утренней российской атаки были приведены в боевую готовность и подняли в воздух несколько F-16, 2 польских и 2 самолета американских союзников. Об этом пишут в командовании воздушных сил Польши. Там подчеркивают, что в восточной части страны может быть шумно. Такую реакцию вызвали сообщения об активности российской дальней авиации, которая летела обстреливать Украину. В Японии совершил посадку горящий пассажирский самолет. 400 пассажиров эвакуированы. Он столкнулся с военно-транспортным самолетом. Это подтвердили в береговой охране Японии. Пока неизвестно, как такой случай мог произойти, но хорошо, что все живы. Гораздо большими масштабами трагедии для Японии обернулись землетрясения, которые за последние несколько дней забрали жизни 30 человек. С магнитудой в 7,6 балла толчки чувствовали в нескольких префектурах, на нескольких островах. Пользователи выкладывали видео с последствиями. Можем посмотреть, чтобы понять, как это почти 8-бальное землетрясение. В некоторых пострадавших районах жители выкладывали подручными средствами, стульями, палками, чем могли, слово «СОС» с призывом их спасти. Северокорейский диктатор призвал полностью уничтожить Южную Корею. В очередной раз Ким угрожает Сеулу и Вашингтону, говорит, что их просто необходимо уничтожить. Ким призвал к, цитирую, «дальнейшему обострению заветного меча для защиты безопасности и мира КНДР», конец цитаты. Что же это за меч такой? Не тот ли меч, который они испытывают каждый раз, запуская его в сторону Японии? Если враг пойдет на военную конфронтацию и провокацию против КНДР, то мы должны нанести смертельный удар, чтобы полностью уничтожить его, мобилизировав все самые жесткие силы и средства, не колеблясь ни на минуту. То есть Северная Корея продолжает угрожать миру ядерной войной? Или это всего лишь внутренняя закалка своего же населения? Это отвлечение, во-первых, внимания и сил и средств от ситуации, и это объективно, от Украины и от Израиля. Мы должны это тоже понимать. От Тайваня и Южно-Китайского моря, потому что, видите, Япония согласилась нам достаточно серьезно помогать высокоточным, высокотехнологическим оружием. Южная Корея также участвует в этой программе. Естественно, а на сегодняшний день ситуативный союзник у Северной Кореи является Российская Федерация, при помощи которой запущен первый спутник-шпион, который включается в систему ядерных сил Северной Кореи, плюс сейчас еще планируется около 3 запускать. То есть говорить о том, что завтра начнется война на Корейском полуострове в Восточной Азии, наверное, не стоит. Но повышение градуса и формирование зоны напряженности в этом регионе, плюс это мы ведь говорим о отвлечении сил и средств, а это 7-й и 3-й флот Соединенных Штатов Америки, который оперативно отвечает за эту зону. 4, 3, 2, 1, let's go! Happy New Year! Happy New Year!
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов. Как обычно, это очень важно для нас и для Ютуба, чтобы он понимал, что это видео стоит показать большему количеству людей. На этом все, до встречи и хороших вам новостей.